Союз малых блогеров представляет Месяц комиксов. Держи руку на пульсе событий, ссылки есть в описании. Знаете, есть загадки мира, которые я никогда не пойму. Например, как образовалась Вселенная? Почему люди покупают айфоны, продавая почки? Или почему все говорят, что только третья часть Железного Человека – куча отборнейших фекалий, когда все три части являются этими фекалиями? И чтобы эта дрянь не разбрызгалась, и я пущу заставку. Давайте уточним сразу две вещи. Во-первых, да, идея этого шоу тоже ворованная, как и все остальное в РФ. И во-вторых, и я начал ненавидеть фильмы Марвел задолго до того, как это стало модным у вас, гребаные вы хипстеры. Ну что, все обо мне, да обо мне, давайте же перейдем к пациенту. Начинается все с показа колонны Хаммеров, которые везут клоуна-миллиардера, ведь он настолько баснословно богат, что не смог заказать себе частный вертолет или продемонстрировать свою Вандер-вафлю на любом другом американском боевом полигоне. А ну нет, ему надо ехать в горячую точку, где его самолет могли бы подбить, чем избавили бы меня от просмотра этих 2 часов зевотины. Только я начал скучать, как вдруг местные туземцы решают очень оригинально вернуть бракованные товары обратно продавшим его им компании путем физического применения его на главе Stark Industries. Только так я могу объяснить, почему 2-метровая ракета взрывается чуть лучше, чем 8-й Корсар, и не разрывает Старка на кусочки. Возможно, с этим как-то связан рейтинг 13+, но вернемся к сюжету. После такого поспешно-восхитительного вступления нам показывают то, без чего не может обойтись половина голливудских фильмов, без затяжного поцелуя с жопной дыркой правительства США. Но надо признать, что такой же полезной нимфоманией страдает не только Голливуд. Когда проходит эта 2-минутная речь о демократии, американской крутости, в которой забыли упомянуть ту половину страны, страдающей от ожирения, паранойи и не знающих элементарных законов физики, мы переносимся к главной проблеме фильма. Это местные диалоги, происходящие между Старком и нормальными людьми. Они чаще всего не имеют эмоционального контекста и несутся с такой скоростью, будто опаздывают на поезд. Когда мне же хочется скинуть их автора под поезд. Дело не в том, что люди так не общаются, а в том, что эти диалоги только бесят и заставляют стать на сторону противников Старка, лишь бы он заткнулся. А если хоть на секунду вслушаться в эту вакханалию словесных испорожнений, то у вас произойдет немедленнейший разрыв мозга, что абсолютно не смертельно для большей части населения Земли. Но мы отошли от темы. Все реплики в этом фильме делятся на 2 типа: прикол, грязня, прикол, грязня, прикол, грязня, 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 и угадайте что? Опять прикол. И немного нормальных диалогов, сделанных в параллельной вселенной, возможно, даже сценаристами DC, но о которых вы сразу же забудете после очередного самоанонизменного самолюбования главного героя. Это все не бесило бы, если бы не являлось всем фильмом. Да, тут мне скажут, а чего ты хотел от экшн-фильмов? Хороших диалогов? Конечно же нет. Но того, зачем идут обычно на взрывофильмы, тут тоже нет. Первая экшн-сцена начинается на 35-й минуте и длится около 5 минут, предлагая нам восхитительнейшее представление битвы консервной банки и солдатиков Wolfenstein 3D. И выглядит это так же, как и звучит. То есть тупо. И единственное, что не давало мне заскучать в тот момент, это шахиды камикадзе, которые явно забыли свои ремни смерти. Иначе зачем им бежать на эту кучу металлолома, вместо того, чтобы закидать ее гранатами и прочими взрывчатыми веществами, что избавило бы меня от просмотра очередного здешнего монолога. И только появляется хоть какой-то намек на что-то интересное и веселое, то не стремится от этого смыться, чтобы мы услышали еще больше диалогов. И я ведь пришел не на взрыв бабах веселья, а на балабольство Тони. Просто я хочу сказать, в этом фильме очень мало экшена. На 2 часа его приходится около 20 минут. И он настолько скучно сделан, что мне хочется спросить: а на что вы потратили 215 лямов американских рубликов? Ах да, на проституток для Дауни-младшего, с которыми сняли пару сцен для экономии бюджета. К сожалению, все самое интересное не попало в официальный фильм, но я уверен, они еще выпустят версию только для взрослых. А теперь давайте поговорим о главном герое, точнее о супергерое, который настолько супер, что местное стадо ослов сделало его имя эквивалентом ругательства. За просмотром фильма я устал считать, сколько людей погибло от его действий или чуть не погибло. Он настолько самовлюбленный болван, что, проходя мимо зеркала, начинает кончать на самого себя. И весь фильм ты думаешь, как он вообще руководит своей компанией, почему его еще никто не пристрелил. Чтобы это доказать, давайте подумаем над его основной ролью. Он создает оружие? Нет, это делает инженеры и ученые. Он занимается управлением компанией? Нет, это делает Пеппер и Абадай. В отличие от него, они не закрывают основное направление своей компании и думают, сколько военных инженеров окажется из-за него на улице. Хотя мне казалось очень странным, что в компании, в которой разработали
разработаны такие ништячки, как переводчик всего и вся, Джарвис и микрозаводы на дому, все равно занимаются в первую очередь оружием, по качеству которого они явно проигрывают любому китайцу. А ведь любое из этих устройств могло бы принести больше дохода их компании. И если вы думаете, что он отличный супергерой, то вы ошибаетесь. Его враги появились из-за него самого. Он уничтожает боевой самолет бессмысленной полетной гонки, которая сделана только потому, что предыдущая экшн-сцена была настолько тупа, что мне пришлось надрезать себе запястье, дабы доказать себе за бессмысленно проведенное время. Наш гений-миллиардер и плейбой даже не попытался решить это дело, сказав своему другу: «Эй, дружище, на меня напали пара твоих самолетов, не мог бы ты их убрать? Ведь нам же надо выпендриться и разнести самолет к праотцам Оптимуса Прайма, не думая, что такие машины на войне всегда на счету. Хотя, возможно, стоит не его отправлять под военный трибунал, но это тупой момент. Но научить его исполнять до DS 5 октавы все же стоит. А завершается это все схваткой двух бронекастрюль, в которую ни хера не веришь из-за того, что Абадай не применяет и половины своего арсенала. Но даже так, железная кастрюля отхватывает люлей, из-за чего в панике приказывает в конце концов взорвать водородный реактор с половиной Америки в придачу. И это было бы офигенной концовкой для нас, русских, и если бы не киношники, они опять придали ей силу взрыва 8-го Корсара. Ну ладно, 10-го. Видимо, вся продукция Stark Industries в таком же плачевном состоянии, как и этот фильм. Озвучил Демоник, рисовал и написал сценарий Павел Кроворов, музыку написал Фенар Икс. И не спешите выключать видео, у нас для вас небольшое интерактивное задание. Во-первых, если вам понравился данный ролик, вы можете проголосовать за то, какой фильм следующим попадет к нам на обзор. А во-вторых, в видео спрятана фраза выпуска, и она помечена звездочками. Первая в начале фразы и вторая в конце. Первый, кто в комментариях к этому выпуску напишет ее, получит 100 рубликов на телефон. А не напишет никто, сотка пойдет в копилочку к следующему заданию. Ну а теперь всем пока!